Открыто. Бэт-пещера. Так, где-то на компьютере должна быть камера. Мистер Майкл Китон. Я знаю, вы меня слышите. Да, я обещал вам, что Реставрирую картридж Batman Returns для Super Famicom. И мы даже с подписчиками нашли сканы русского мануала от Стиплер. Но, понимаете, нужна ли реставрация Бэтмена для Супер Нинтендо? У кого вообще есть этот картридж? Многие у нас играли только в версию для NES и Sega Mega Drive. В общем, слишком много сомнений, мистер Китон. Я не знаю, что делать. Может, уже просто стоит забросить эту идею с реставрацией Batman Returns? Вообще забавная ситуация получается, ведь я даже сам не понимаю, кто настоящий Бэтмен. Бен Аффлек или Роберт Паттинсон. Все так стало запутано. Вот вы можете мне ответить, мистер Китон, кто настоящий Бэтмен? Да. Я Бэтмен. Ого, вы надели свой костюм! Но тогда мы вместе с вами сможем отреставрировать стиплеровский мануал с цветными картинками. Как ты сказал, мы называемся? Сообщество картридж на прокачку. Мистер Китон, а почему бы нам тогда не пойти в разнос и не перевести японский мануал для «Бэтмен возвращается»? Зрители канала будут в восторге. Что скажете? Хотите пойти в разнос? Пойдем в разнос. Да, отлично. Так, осталось только найти самолет, чтобы вернуться домой. Это что, Бэтвинг? Я что, полечу домой на Бэтвинге? Я помогу вам дальше. Как-нибудь сами. Мы с бустерами справимся. Погнали! Всем 8 бит, я Роман Шабанов, и это шоу «Картридж на прокачку», в котором я реставрирую пиратские и просто потрепанные жизнью картриджи. Напомню, что шоу создается в том числе и благодаря вашим донатам, которыми вы можете поддержать канал по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Ну и как вы, наверное, уже догадались, сегодня мы будем реставрировать вот такой японский картридж «Бэтмен возвращается» для системы Super Nintendo, ну или Super Famicom. Постоянные зрители канала наверняка помнят, что в свое время я делал обзор на игру Batman Returns. Именно после этого обзора у меня появилось желание купить картридж. Благо, японская версия тогда стоила недорого, да еще и в Россию доставлялась. Изначально у меня был план найти легендарную русскую инструкцию от Стиплера, взять ее перевод и пересадить на
отреставрированный европейский мануал. Это позволило бы мне сэкономить время на переводе. Плюс я восстановил бы коробку и реставрация была бы готова. Все просто, ну вот как джойстик об асфальт. Но я допустил свою классическую ошибку. Я посмотрел японский мануал. Ну и, как вы понимаете, понеслось. Ненавижу японские мануалы. Для начала я скачал с сайта Nintendo японскую коробку. И больше всего мне в ней нравится то, что здесь легко можно очистить основные картинки от текста. Как видите, изображение на лицевой стороне вообще не имеет перекрытий иероглифами. Кстати, странно, что главные персонажи здесь изображены нарисованными и никак не используются кадры из фильма. Ведь, как мы знаем, игра сделана по фильму, и было бы логично это подчеркнуть для увеличения продаж. Немного повозиться пришлось с обратной стороной коробки. И если кусочки Бэтмена, перекрытые текстом, я легко смог дорисовать сам, то Готэм на фоне выполненный в точечной пуантельной графике пришлось восстанавливать пересаживанием отдельных кусочков. А вот летучих мышей по бокам коробки я сделал полностью векторными, обведя их пен-тулом в Adobe Illustrator. Опечатку в слове «таится» я уже исправил на макете. Список с достоинствами игры я увенчал мини-логотипами Бэтмена вместо простых квадратов, которые там были. И главный элемент – логотип фильма с надписью «Batman Returns». Английское написание я оставил как есть, а вот японский перевод заменил на русскоязычный логотип. Благо его сделали для DVD-диска, и мне не пришлось искать подходящий хитроумный шрифт. Так что на коробке у нас два официальных логотипа фильма, ну и плюс логотип Konami, естественно. Из минусов ламинирование типографии слишком плотное, поэтому пленка вздулась на сгибах, и, к сожалению, на черной коробке это хорошо видно. Вообще, коробку мне пришлось делать в сжатые сроки, потому что печатал я ее одновременно с коробкой для игры «Черепашки во времени», которую я реставрировал в прошлом выпуске. Макет внутреннего лотка тоже у меня уже был готов, поэтому я его просто повторно распечатал. На коробке ламинирование одностороннее, чтобы потом ее можно было легче склеивать. Элементарно потому, что двустороннее ламинирование не всякий клей сможет удержать. Лоток для картриджа без ламинирования, просто обычный картон 200-250 грамм на метр. Думаю, рассказывать о том, как вырезать и склеивать коробки, особого смысла нет. Тут и так все достаточно легко и просто. Значит, в итоге коробка и лоток для картриджа у нас готовы. Сам картридж японский, лицензионный, никаких манипуляций с наклеиванием стикеров не требует. Отложим их в сторонку и перейдем к самому интересному – русско-японскому мануалу. Прежде всего скажу, что сканы русского мануала от Стиплера я тоже нашел благодаря пользователю под ником Лев Алекс, за что ему огромное спасибо. Но работы с ним еще очень много, поэтому мне удобнее будет сделать про него отдельный DLC ролик. Японский же мануал, а точнее его сканы, я нашел довольно быстро. Причем сканы были очень хорошего качества, а не так, как это было с японским мануалом черепашек во времени. Надеюсь, никогда больше не придется работать с такими материалами. Естественно, первым делом мне нужно было подготовить перевод, прежде чем уже браться за составление полноценного макета для печати. Для перевода сканов я использовал два онлайн-переводчика от Яндекс и от Google. И по итогу могу сказать, что у Яндекса распознавание японских иероглифов в разы хуже, чем у Google. Во-первых, Яндекс почему-то всегда определяет японские иероглифы как китайские. И как следствие, во-вторых, он просто криво распознает слова. Поэтому после пары страниц я полностью перешел на Google переводчик. При этом я сначала переводил на английский язык, и только потом на русский. Так было проще уловить смысл написанного. Давайте теперь уже полистаем готовую инструкцию, и я более подробно о ней расскажу. Первым делом я, конечно же, начал восстанавливать переднюю и заднюю часть обложки. Здесь надо уточнить про сканы, которые я нашел. Качество у них хорошее, но все же некоторые картинки нуждаются в замене или доработке. С улучшением качества рисунков мне очень помогла программа Upscale. Она прекрасно увеличивает масштаб картинок с сохранением и даже улучшением деталей. К тому же она полностью бесплатна, так что гуглите, скачивайте, рекомендую. Два векторных изображения с Бэтменом на обложке я улучшил именно с помощью программы Upscale. Фото главных героев фильма я нашел через поисковик картинок от Яндекс и полностью их заменил. Правда, фото Майкла Китона получилось не самого лучшего качества. Ну и, конечно же, название фильма. Здесь я решил поставить русскоязычное написание, чтобы подчеркнуть, что инструкция теперь на русском языке.
Кстати, невозможно не заметить, что на обложке вместе с комиксным Бэтменом представлены и 3 фото героев фильма. Типа нам говорят, вот вам Бэтмен комиксный, а вот киношный. И сдается мне, что изначально эта обложка задумывалась и для коробки тоже. Но японцы почему-то все переиграли и стерли кадры с фильмом с коробки. Видимо, посчитав, что в Японии Бэтмен лучше продается как комиксный персонаж, ну или анимешный какой-нибудь. На странице с содержанием я решил разместить цветной логотип Бэтмена вместо оригинального черно-белого. Все-таки мануал у нас цветной. Иллюстрация Готэма на вступлении. Опять пуантель, опять пришлось пересаживать кусочки. Но получилось очень качественно. Основы игры. Здесь массивная иллюстрация с женщиной-кошкой за авторством Хосе Луиса Гарсия Лопеса. Ее я нашел в интернете и заменил. Управление. Здесь я разместил рендер контроллера от Super Nintendo, взятый с сайта Nintendo. Я все так же старался убрать фоновый окрас страниц для экономии чернил. Но здесь сцену битвы Бэтмена и женщины-кошки я решил оставить. Хоть она и немного мешает чтению текста. Скриншот заменил более качественным. Добавлю немного о переводе. По большей части это игра битэмап, но в ней встречаются еще 2 режима – платформер и гонка на Бэтмобиле. Так вот, японцы почему-то окрестили режим платформера словом тайминг. Возможно потому, что там нужно очень быстро отстреливать выпрыгивающих на экран врагов. Но мне показалось, что для нашего игрока будет ближе название платформер. Поэтому я заменил тайминг на платформер. Здесь у нас опять большой арт с Бэтменом, прыгающим в Бэтмобиль, который я заменил. И еще один фоновый рисунок, где Бэтмен пролетает над крышами, я заменил похожим. Потому что оригинальный найти не удалось. Экран игры. Здесь я вставил максимально похожий на оригинальный скриншот игры. А чтобы восстановить панораму Готэма, пришлось скачать фильм и найти в нем похожий кадр. В целом тут используется много кадров, так что фильм мне очень сильно пригодился. Начало игры. Здесь у нас большой кадр из фильма. Конечно, я помню эту сцену и быстро нашел ее в фильме. Но каково было мое удивление, когда ракурсы картинок не совпали. Благо, я нашел это фото в интернете и заменил. Оказывается, во время премьеры «Бэтмен возвращается» продавали промо-карточки с кадрами из фильмов. И ближайшим аналогом здесь можно назвать, пожалуй, вкладыши из жвачки «Терминатор 2», которые продавались у нас в 90-е. Но на самом деле здесь не кадры из фильма, а специально сделанные во время съемок фото. Получается интересная ситуация. Мы можем взглянуть на знакомые сцены из фильма, но уже под другим ракурсом. Описание опций. Здесь также использовано промо-фото с пингвинами, но найти мне его не удалось. Поэтому пришлось заменить его кадром из фильма, благо кадр получился очень похожим. Пингвина с ракетой я вырезал со скана, в интернете не нашел подобного. Вооружение Бэтмена. Здесь у нас очень крутое фото Бэтмобиля с горящей турбиной. Опять в интернете я его не нашел, а с мануала брать не стал, потому что качество очень плохое. Пришлось заменить его похожим кадром из фильма. Еще один арт Хосе Луиса Гарсия Лопеса и, наверное, самое каноничное фото Бэтмена в исполнении Майкла Китона. И найти его не составило труда. Помню, был в интернетах прикол, где гарпун ему заменили на большой палец вверх. Описание сцен игры. Эти страницы я постарался сделать максимально близкими к оригиналу. Здесь имеется огромный разворот крыла летучей мыши, плохо читаемая нумерация сцен на фоновом тексте и тыкающий пальцем в читателя Бэтмен, который как бы смотрит на нас и говорит: «Я слежу за тобой, читай весь мануал». Все скриншоты я заменил на более качественные. Ну и последняя страница с названиями врагов. Здесь я немного успокоил цвета города, сделав их более светлыми. Вот такая у меня получилась русско-японская инструкция к игре «Бэтмен возвращается». Напомню, что у меня на канале уже есть видеоурок о том, как печатать и вырезать вот такие вот мануалы. Ну и похоже, все элементы игры у нас уже готовы. Давайте теперь приступим к самому волнительному моменту шоу. Соберем полный комплект игры Batman Returns для системы Super Famicom. Итак, для начала, пожалуй, возьмем лоток для картриджа и положим туда сам картридж, который здесь очень плотненько сидит, почти даже не выпадает. Так, теперь берем коробку, открываем ее аккуратненько, вставляем картридж, точнее лоток для картриджа. Так, здесь вот сзади нужно теперь вставить наш русско-японский мануал. Он будет вот так вот сзади находиться. И теперь
аккуратненько все это дело туда опускаем. Все, закрываем. И вот он, ребятки, вот он. Бэтмен возвращается в официальном русском издании. Шучу, конечно. Но в почти официальном русском издании готов. Все, вот он, блестящий, великолепный. Ну, единственное, как я уже говорил, косячок с вот этими вздутыми краями на пленке, на ламинировании с типографией. Думаю, наверное, надо будет в следующий раз попробовать просто без ламинирования коробку сделать. Может быть, тогда будет как-то более качественно, что ли. Ну что ж, Бэтмен возвращается официально прокачан. Поставим его в наш импровизированный музей картриджа на прокачку. Как обычно, ссылки на макет для печати точно такого же комплекта игры «Бэтмен возвращается» вы сможете найти по ссылкам в описании. Инструкцию для чтения я также выложу у себя в группе ВКонтакте и на сайте emuland.net. И, конечно, огромное спасибо тем, кто поддерживает меня на Бусти. Это очень важно для развития канала. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий, чтобы YouTube мог продвигать этот ролик. Ну а мы с вами еще увидимся в DLC ролике с реставрацией мануала от Стиплер. Еще увидимся. Хотите пойти в разнос? Пойдем в разнос.